Ну что же, ничего страшного не произошло, если вдруг звук не появился. Понятно. Чтобы подключить у нас специальные системы, нужны дополнительные приборы. И таких дополнительных приборов достаточно много. Некоторые системы на тюльпанах, если они не штатные. То есть, если они добавлялись, вот идут такие RCA кабеля. Вот этот разъем, который используется здесь, вот он устанавливается. Это RCA разъем, на нем есть специальные выходы. Выходы под звуки, под видео, чтобы подключить какие-то внешние микрофоны и либо внешние динамики и, естественно, подключить сигнал выхода, звуковой сигнал выхода, который является линейным. Они есть разные, обратите внимание. Самый простой вариант, это когда вот здесь всего 3. У нас есть AUX L, AUX R, то есть правый и левый. Есть у нас вариант, когда их побольше, с микрофоном выходом, и есть без микрофона. То есть от этого они зависят по-разному, и они используются разные. Ну что же делать, если у вас звук не появился? Ну тут есть три варианта. 3 варианта подключения. В любом случае, некоторые из них правильные, некоторые неправильные. Кому-то нравятся такие, кому-то нет. Давайте рассмотрим первый вариант подключения. Ну, во-первых, вы должны знать, что весь звук основных 4 динамиков идет отсюда. И здесь есть специальные пины, которые за это отвечают. Это 13, 14, 15, 5, 6, 7 и 8. Они как раз отвечают. Обычно это кабеля, которые имеют, например, серый и серый с полоской. Там вот они вот такие вот фиолетовый с черной полоской, белый и с белой полоской. Вот это именно те кабеля, которые отвечают за звук основных динамиков. И первый способ подключения, который, если у вас не заработал звук, это, конечно, не подключение через коншину и CAN bus. Должны мы разобраться в том, что CAN bus, да, это важная вещь, и она есть здесь внутри. И для большинства автомобилей стандартных она уже подходит. Но когда нужен внешний CAN bus, на звук он никак не влияет. Он предназначен для подключения, например, кнопок, для подключения отображения температуры, некоторых функций отображения, но не управления этими функциями. Вот для чего он предназначен. Это в автомобилях премиальных конфигураций. Вот, например, если у вас Outlander XL 2 с Rockford, то однозначно вот этого кабеля будет недостаточно. И даже кабеля с CAN bus тоже будет недостаточно. То есть на самом деле нужно подойти по-разному к этому. Итак, первый способ, самый дорогой, он самый простой для обычного подключения. Это называется у нас используем адаптер усилителя. Но он имеет ряд подводных камней. Ну, первое, он не является естественным способом подключения. Почему? Потому что вы подключаетесь, выход сигнал из магнитолы идет цифровой. Дальше звуковой адаптер эту цифру превращает в аналог. Этот аналоговый сигнал подает на звуковой усилитель, который в свою очередь снова раздает цифровой сигнал. То есть лишний прибор. Он не является естественным. Но самое сложное в том, что он не очень дешевый. Некоторые из них стоят дороже этой магнитолы. И как подобрать, какой именно подходит, можно только гадать приблизительно. На 100% никто это не гарантирует. То есть нужно пробовать. Если подходил ранее, то да, он подойдет под вашу машину. Тобто под Rockford, под Bass и тому подобное. Адаптер собой представляет вот такое. Я выложу картиночку, вы увидите ее. Вот именно вот что такое адаптер, они бывают разные. Их цены колебаются с 40 долларов до 100-120 долларов за штуку. Вы просто подключаете его в разъемы и можете дальше использовать. Если хотите потратить на это деньги, в принципе, это простой способ и самостоятельно можно сделать, но адаптер нужно подбирать и купить отдельно, он не входит в комплект. Переходим к второму способу. Второй способ подключения — это когда мы просто берем, обрезаем здесь основные 4 кабеля, выбрасываем ваш усилитель. Это не значит, что он выбрасывается. На самом деле просто перематываются контакты. Снимаются фишки с усилителя и соединяются, соответственно, по нужным динамикам 4. Просто смотрим, прозваниваем, какие у вас динамики свободные. Но это если их только 4. Кстати, если у вас в автомобиле больше 4 динамиков и 2 пищалок, то значит у вас 100% есть штатный усилитель. И чтобы их подключить, понадобится дополнительный RCA кабель. Левые динамики, либо сабвуфер. Здесь есть специальная распиновочка для сабвуфера. Есть. Хорошо. Что же делаем дальше? Дальше
мы, когда берем, подключаем каждый динамик отдельно, мы можем так запитать 4 основных динамика и пищалки, которые присоединены параллельно к передним двум динамикам. И основной, конечно, мы уже не используем. Но здесь есть один подводный камень. Динамики должны быть 4-омные. Данный прибор поддерживает только 4-омные динамики. Если же у вас динамики будут 2-омные, а такое бывает в Hyundai, Mitsubishi, то, к сожалению, нужно менять динамики, если именно этот способ подбирать. И переходим к третьему способу. Третий способ, который используют нормальные автоэлектрики. Он должен знать этот способ. Если же автоэлектрик не знает способ подключения линейного, то, пожалуйста, поменяйте автоэлектрика как можно быстрее. Это явно человек, который не разбирается, либо не хочет разобраться в этом полностью. Линейный способ подключения – это подключение с помощью линейного выхода, который есть на RCA кабеле. Вы берете, покупаете дополнительный RCA кабель и используете для этого F11, F12 и F13 разъем. Это выход, который является аналоговым. Это то же самое, что выход на наушники. Вы их запускаете, эти два кабеля, подаете на усилитель. И именно тут умение электрика важно. Он должен найти усилитель, где входит именно этот аналоговый ход. Подсоединяете, после этого все начинает работать. Да, бывают подводные камни в некоторых автомобилях, связаны с фильтрами. То есть бывает какой-то лишний гул и звук. Тогда нужен дополнительный фильтр, но он стоит всего $10. Не является большой проблемой, его нужно просто установить. После этого таких помех вы не будете слышать. Либо он будет регулировать звук. Также отсюда вы можете в 18 пин подсоединить сабвуфер. И ground взять 16, например, минус, если нужен. И все, и отлично начинаете работать, слушать музыку и получать удовольствие. Ну, на самом деле тут ничего сложного нет, автоэлектрик вам поможет. Ну, давайте подведем итог. Итог всех вот этих видео, что я только что все рассказывал, очень прост. Перед покупкой обязательно проконсультируйтесь с продавцом. Продавец должен разбираться в том, что он продает, иначе это плохой продавец. Второе. Никогда не паниковать и помнить, что подача питания на магнитолу должно быть только тогда, когда все правильно подключено. Если что-то неправильно подключено, оно не будет работать как надо. Если же ваша магнитола работает не так, как вы думали, значит проблему нужно искать. Проблема бывает чаще всего в кабелях, он неправильно подобран. Проблема может быть в подключении, оно неправильно сделано. И опять же есть некоторые сложности, моменты, связанные с некоторыми особенными автомобилями. Особенными автомобилями я называю автомобили, произведенные во Франции. Все, кто знают эти автомобили, Renault, Peugeot и тому подобное, Citroën, да, там есть свои очень многие нюансы, которые, на мой взгляд, может быть они и правильные, но они очень интересные и сложные. Зачем это делается, непонятно, но французы есть французы. Соответственно, у них там некоторые нюансы по подключению. Иногда эти магнитолы нужно подключать по-другому, именно к Peugeot, именно к Renault. И многие функции могут быть недоступны. Но в принципе вы получаете тоже нормальную магнитолу в нормальном рабочем состоянии, но нужно немножко поработать автоэлектрику. Что же. Удачных покупок, удачных магнитол, современных, новых. Скоро выходят магнитолы обновленной версии, обновленной серии. И опять же, хочу сказать, никогда не гонитесь за супер конфигурацией. 4 гига оперативки на практике в автомобиле не нужно. Но если у вас есть лишние деньги, купите на 4 гига оперативки 64 встроенных. Но на самом деле, честно говоря, вы не будете использовать этот ресурс никогда в своем автомобиле. Если, конечно, вы не живете в доме на колесах.